Приветствую всех зрителей моего канала. В этом видео, как и обещал, расскажу обо всех замеченных мной недочетах при конструировании горна, а также пути устранения этих проблем. За основу был взят изготовленный именно для выявления недостатков самый простой и не требующий дорогих материалов горн. По ходу тестирования был замечен ряд недостатков, о которых я вам расскажу дальше. Первым недостатком был колосник, и поэтому я решил его доработать. Изготовил из листа железа толщиной 6 мм квадрат по размеру старого колосника. В этой пластине по центру сделал 5 отверстий сверлом 8 мм и вложил в горн поверх старого колосника. Отверстия в колоснике должны быть небольшими и не слишком маленькими, а также их должно быть определенное количество. Это количество зависит от размера материала, с которым придется работать в этом горне. Для этого отверстия изготавливаются по размеру материала, который будет отпускаться в горн. Если материал будет 10 см в длину и 2 см в ширину, то отверстие стоит делать в колоснике именно на такой площади. Делается это для того, чтобы сфокусировать поток воздуха и поднятие температуры в этом районе, а не по сторонам от материала, с которым работаете. Решил сделать всю конструкцию более герметичной и для этого взял жаростойкую смесь из шамотной глины и песка. Смешал ее с жидким стеклом до вязкой консистенции. Внешне смесь стала похожа на пластилин и была ни жидкая, ни сухая. Все края нового колосника, касающиеся стенок горна, замазал этой смесью для избежания потерь воздуха. Как выявила практика, данная смесь не способна выдержать температуры примерно выше 1000 градусов Цельсия. После проделанной работы разжег доработанный горн дровами без принудительной подачи воздуха. Это было необходимо для высушивания смеси, так как на улице было прохладно. Также в ходе эксплуатации этого горна были выявлены и другие недостатки. Во-первых, материал, с которым предстоит работать, должен располагаться на расстоянии около 1 см над колосником. В моем горне высота от колосника до материала была около 8 см, высота кирпича. Это необходимо для того, чтобы нагревание материала было наилучшим, более точным. Во-вторых, боковые и дальние стенки можно сделать ровно вертикальными, без наклонов, но со стороны кузнеца стенки быть не должно, или она должна быть очень пологой, примерно около 10-20 градусов. Делается это для того, чтобы было удобно размещать материал в горне, максимально параллельно поверхности колосника. Таким образом будет достигаться равномерное нагревание помещенного в очаг материала. В-третьих, принудительная подача воздуха необходима достаточной силы, по той причине, что малая подача воздуха не поднимет необходимую температуру. Слишком сильный поток воздуха будет выжигать углерод из стали, и ее не получится сделать достаточно крепкой. Слабая подача воздуха может быть в случае, когда подвод воздуха к колоснику подается слабым устройством или сделан негерметично. В этом случае герметизация усилит поток. Сильную подачу воздуха можно снизить различными способами, и на эту тему я сделаю отдельное видео по просьбе подписчиков. В-четвертых, при работе в закрытом помещении необходимо сделать вытяжку над горном. Это позволит комфортно работать с металлом и получать удовольствие.
а не глотать результаты сгорания топлива. В-пятых, необходимо сделать закалочную ванну по размерам будущих изделий небольшим запасом. Здесь стоит учесть полную площадь закаляемого материала и не сделать ванну слишком маленькой. Стоит сразу выкинуть из головы мысль о закалке изделия в два этапа. Материал всегда закаляется в один этап охлаждения в ванне. Это основные моменты, на которых необходимо сосредоточиться при изготовлении горна. По просьбам подписчиков, если такие появятся, я сделаю видео о доработке горна в печь для плавления металлов и сплавов. У кого есть вопросы и пожелания, пишите в комментариях. С вами был Молчун, до новых встреч!